Привет, Арми. Бывало ли у вас такое, что после объявления, еще до того, как вы его прочтете, ваше сердце уже начинает биться быстрее? Это был не тизер. Это не был спойлер от фанатов. Это была официальная новость, которая внезапно появилась и мгновенно заставила весь фандом замереть. Глаза. Сначала многие не поверили. Некоторые думали, что это всего лишь предположение. Другие, что это неверное толкование. Но чем больше они читали, тем яснее становилось. Это была необычная новость. Потому что это было не просто расписание. Это был не просто альбом. И это определенно был необычный концерт. Представьте себе. Огромная сцена. Она была открыта. В самом центре Сеула. И любой мог прийти совершенно бесплатно. Да, это было бесплатно. 9 февраля 2026 года Big Hit Music наконец-то нарушили молчание, опубликовав официальное объявление в сообществе Weverse. BTS официально объявили о своем возвращении на сцену с концертом, который состоится на площади Кванхвамун, одном из самых знаковых общественных мест Южной Кореи. Уже само название говорит о многом. BTS The Comeback Live Arirang. Это название выбрано не случайно. Оно несет в себе идентичность, историю и смысл возвращения к своим корням. Этот концерт проводится в честь выхода 5-го полноформатного альбома BTS Arirang, альбома, который знаменует их возвращение в полном составе после того, как все участники завершили военную службу. Это не просто музыкальное возвращение, а эмоциональное. Что делает этот момент еще более необычным, так это то, что концерт станет первым выступлением BTS с новыми песнями, включая ранее секретный заглавный трек. Предварительных выступлений не будет. Никаких спойлеров. Все это впервые прозвучит вживую перед ARMY. Что касается доступа, Big Hit Music предлагает два канала участия. Во-первых, через участие в мероприятии Weverse Global, которые могут посетить пользователи с членством ARMY и приобретя продукты Weverse в период регистрации. Во-вторых, и это удивило публику, билеты бесплатны для всех, без каких-либо особых требований. Это означает одно: приветствуются все. Старые ARMY, новые ARMY, даже обычные люди, которые хотят стать свидетелями истории. Этот концерт под открытым небом будет разделен на стоящие зоны и зарезервированные места с различными правилами работы, в зависимости от способа участия и зоны просмотра. Все разработано для обеспечения порядка, безопасности и при этом для предоставления наилучших впечатлений. Релиз альбома Arirang запланирован на 20 марта 2026 года. И всего через день, 21 марта 2026 года в 20 часов по корейскому времени, BTS выйдут на площадь Кванхвамун. Не как легенды прошлого, а как группа, возвращающаяся и готовая открыть новую главу. Это не просто бесплатный концерт. Это не просто возвращение. Это послание, что BTS вернулись. И они приглашают весь мир посмотреть на это вместе. И за ажиотажем вокруг возвращения, за прожекторами большой сцены под названием BTS, есть два имени, которые с самого начала заставляли сердце ARMY трепетать по-разному. Тэхён, Чингук. Возвращение BTS в полном составе автоматически делает всех счастливыми. Но, честно говоря, у многих ARMY тихонько растет еще один вопрос. Как Тэхён и Чингук снова окажутся на одной сцене? После того, как время, расстояние и национальные обязательства так долго разделяли их? Площадь Кванхвамун – необычное место. Это открытое пространство, без крыши, без перегородок. И именно в таких местах часто проявляются самые маленькие, самые искренние жесты. Один взгляд. Один шаг ближе. Одна неожиданная улыбка.
Тэхён со своей спокойной и сострадательной аурой всегда выглядит так, будто сцена — его дом. Между тем, Чингук со своей теплой и искренней энергией никогда не может долго скрывать свои чувства. И когда эти два мира встречаются на одной сцене, результат всегда один и тот же — оглушительная тишина в сердцах зрителей. Этот концерт станет первым случаем, когда Тэхён и Чингук исполнят новые песни вместе, пройдя через совершенно разные этапы своей жизни. Они больше не дети, растущие перед камерами, а два взрослых мужчины, снова стоящих рядом и рассказывающих нерассказанные истории. Название альбома «Эрирнг» кажется еще более личным, если рассматривать его с их точки зрения. О разлуке, о личном пути и о том, как они наконец снова встретились в одной точке. Разве это не история Тэхёна и Чингука? Представьте, что они стоят на открытой сцене, ночной сеульский ветерок ласкает их волосы, огни города отражаются в их глазах, и тысячи AR-MUI становятся свидетелями момента, когда одна песня заставляет расстояние, кажется, исчезнуть. Тэхён может улыбаться немного дольше обычного. Чингук может взглянуть в сторону, когда зазвучит определенный фрагмент песни. И AR-MUI сразу же поймут, потому что их язык никогда не выражается в текстах песен, но всегда живо проявляется в жестах. Площадь Кванхвамун всегда была заполнена людьми. Но посреди этого моря людей было небольшое пространство, которое всегда казалось особенным. Когда Тэхён и Чингук стояли рядом. Не потому, что они хотели внимания, а потому, что эта связь никогда по-настоящему не исчезала. Этот концерт, возможно, принадлежал BTS. Но та ночь для многих AR-MUI навсегда запомнится как ночь, когда Тэхён и Чингук воссоединились, чтобы разделить сцену, свое дыхание и свои истории, без необходимости объяснений. И когда эта ночь наконец наступила, загорелись не только огни сцены. Ожило что-то еще, эмоции, воспоминания и связи, которые были скрыты в тоске. Этот камбэк был не просто о том, чтобы BTS снова выступили вместе. Это было о времени, которое наконец достигло точки возвращения. Около 7 человек, идущих своими путями, а затем снова выстроившихся в одну формацию. Перед миром, который никогда не переставал ждать. В центре этой формации Тэхён и Чингук стояли, словно две сюжетные линии, которые всегда пересекались. Никаких романтических слов не требовалось. Никаких объяснений не требовалось. Один лишь взгляд на сцену говорил: мы наконец-то снова здесь. Площадь Кванхвамун стала свидетелем того, как BTS закрыли одну длинную главу и открыли новую, более зрелую, более честную, более совершенную. Альбом «Эрирнг» — это не просто музыка, но и символ путешествий, прощаний и воссоединений. И этот концерт был способом BTS сказать спасибо за это ожидание. Когда прозвучала финальная песня, когда аплодисменты начали стихать, осталось не просто воспоминание о бесплатном концерте в общественном месте. Осталось теплое чувство, что BTS действительно вернулись домой. И взяли нас с собой. Для AR-MUI та ночь запомнится как ночь, когда BTS вернулись единым целым. И Тэхён и Чингук снова стояли плечом к плечу. Не как символ, а как напоминание о том, что настоящая связь всегда находит свой путь домой. Если вы чувствуете то же самое, если имена BTS, Тэхён и Чингук все еще согревают ваше сердце без всякой причины, не забудьте поставить лайк, чтобы отпраздновать это возвращение. Расскажите нам в комментариях, чего вы больше всего ждете от выступления в Кванхвамуне. Подписывайтесь и следите за обновлениями, чтобы не пропустить следующие важные моменты, анализы и истории. Потому что путешествие BTS только началось. И мы, AR-MUI, всегда будем рядом, чтобы стать свидетелями каждого их шуга.